Всем привет! Король ужасов Стивен Кинг не написал ни одного своего бестселлера без чизкейка. Поэтому сегодня вызываем музу с помощью десертов. Сырным тортом с киви, с вишневым желе, с апельсином и ягодным чизкейком. В первую очередь берем на один торт 40 граммов желатина и замачиваем его в небольшом количестве холодной воды на 20-30 минут. Затем измельчаем полкилограмма печенья, добавляем 150-200 граммов мягкого сливочного масла и тщательно все перемешиваем. Разъемную форму заполняем содержимым и спрессовываем все ингредиенты, формируя невысокий кант. Форму для запекания лучше до этого застелить бумагой для выпечки или полиэтиленовым пакетом. Это облегчит процесс вынимания готового чизкейка из формы. Отправляем корж в морозилку на 20 минут. А в это время пропускаем 400 граммов творога через мясорубку несколько раз. Добавляем 400 граммов сметаны и сахарную пудру по вкусу. Теперь хорошенько взбиваем массу блендером. Доливаем в уже замоченный желатин 400 мл достаточно горячей воды температурой приблизительно 50-60 градусов. Ни в коем случае не кипятком. Объединяем сыр с желатином и готовую массу перекладываем на застывший базовый слой из печенья. Помещаем вовнутрь тарелку. Нам нужна выемка для желе. И отправляем в холод на 1 час. Создаем контраст. Для торта с киви мы берем на основу шоколадное печенье и белый творожный мусс. А для шоколадного чизкейка делаем светлую основу и в творожно-желейную массу добавляем какао. Далее охлажденный базовый слой заливаем шоколадным муссом и вставляем вовнутрь стакан. Отправляем торт в холодильник на 1 час. По тому же принципу готовим 3-й и 4-й варианты. С учетом того, что в последний добавляем сок из вишни прямо в желейно-творожную смесь. Пришло время готовить желе из киви. Чистим 3 крупных киви, разрезаем их на куски и пропускаем через блендер со 100 мл воды. Ставим пюре на огонь, добавляем 30 граммов сахарной пудры и 1,25 чайной ложки агар-агара. Откровенно скажем, что в работе с десертами агар-агар гораздо лучше. Он без запаха, без привкуса и гораздо быстрее застывает. Постоянно помешивая, доводим желе до кипения. Остывшую смесь заливаем 3-м слоем в форму и отправляем в холодильник на 2 часа. Для шоколадного чизкейка готовим вишневое желе. На 400 мл сока берем 2 чайных ложки агар-агара и сахар по вкусу. Охлажденную жидкость выливаем на шоколадный слой. Мы добавили еще замороженных ягод, поэтому пришлось приготовить еще 1 стакан желе. Для апельсинового чизкейка отрезаем 1 кружок апельсина, делим его на 4 части и выкладываем их на цитрусовый чизкейк. Скрываем неровности десерта лимонным желе. Возвращаемся к первому варианту.
Кладем последним слоем нарезанной киви и заливаем все готовым кисло-сладким прозрачным желе. Через 2 часа вынимаем готовые чизкейки из холодильника и пробуем. Кисло-сладкое сочетание киви, творожной массы и печенья радует наши вкусовые рецепторы. А тандем из шоколадного чизкейка с вишневым желе признан одним из самых лучших в мире. Наши дети особенно отметили апельсиновый чизкейк и пожалели, что мы приготовили его маленьким. Самый быстрый и простой в приготовлении ягодный десерт украшаем черникой и веточкой мяты. Но теперь все понятно, почему Стивен Кинг ест себе чизкейк и строчит очередной бестселлер. Надеемся, что и вам по душе такие вдохновляющие десерты. А наш творческий подъем вы можете поддержать своей подпиской и лайком. До вкусных встреч!